Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и сегодня к нам в гости в студию заглянул Александр Фролов. Александр, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. И решили мы немножечко пройтись по тем данным, которые озвучил в своей статье Александр Валентинович Новак, наш вице-премьер, отвечающий за развитие топливно-энергетического комплекса. Статья, на мой взгляд, лаконичная, но более-менее отражает весь спектр нашего топливно-энергетического комплекса, за исключением разве что урана, который не очень понятно, то ли твердый минерал, то ли энергетический ресурс, поэтому, видимо, остался за скобками. С чего начнем? С газа батюшки или с нефти матушки? Я предлагаю тогда с газа батюшки. Да, вот. Сколько мы добыли в прошлом году, получается? У меня тут газики. Вот они, 685 миллиардов кубометров ровно, без десятых долей. Если мы вспомним прошлогодние показатели, то... Год к году 7%. Можно называть ростом, можно восстановлением, кому как больше. А здесь двояко. То есть, я, когда смотрю на данные по газу, я вспоминаю невольно начало десятых годов, когда у нас резко сократилась добыча. Притом резко она сократилась еще в 2009 году, потом было некоторое восстановление, потом снова падение. Падение в основном было связано с тем, что в Европейском Союзе в электроэнергетике потребление газа сокращалось. Почему это происходило, отдельный разговор, как-нибудь, в другой раз, но факт был вот такой. Сокращалось потребление газа, у нас сокращались поставки, до где-то 114 миллиардов кубов в год доходили, это Европейский Союз, Великобритания, ну и вообще дальнее зарубежье на тот момент. Вот. И у нас объем добычи газа был меньше, чем даже в 2023 году, а в 2024 год это, мягко скажем, довольно успешный, притом и для «Газпрома», и для независимых. То есть, когда мы говорим про даже 2022-2023 годы, мы должны отдавать себе отчет, что добыча газа – это не некая постоянная растущая величина, это величина, которая очень сильно меняется в зависимости от внутреннего фактора, от фактора текущего потребления, от фактора погодного, то есть тепло было, холодно было, если было холодно, потребляется газа больше, и, что немаловажно, зависит от объема спроса у наших внешних покупателей. Объем спроса, мягко скажем, был не всегда одинаков, и иногда он начинал сокращаться, тут бегали некоторые эксперты, кстати, они сейчас в Осло почему-то, неизвестно почему. Не смогли притормозить, так хорошо бежали. Да, они бежали, видимо, очень хорошо, прямо отсюда, прямо добежали до Норвегии, сидят там, значит, водят жалом, но это ладно. Эти эксперты говорили, ну все, смотрите, газодобыча-то в России рушится, все, газ скоро будет не нужен. Последние года 3 мы это слышим с еще большим остервенением, но, как заметно, что-то наш газ все-таки выкарабкивается. Я у себя вел табличку, сколько раз умер и разорился «Газпром». Вот в прошлом году был юбилейный 20-й раз. 20-й раз «Газпром» умер, разорился, развалился, не знаю, что с ним еще. Кощей Бессмертный нервно курит в сторонке. Ежегодно умирать вот так безнадежно. В общем, ужас какой-то. На всякий случай, про наше внутреннее потребление. Объем экспорта 119 миллиардов кубометров. Несмотря ни на что. Но это с СПГ. Нет, СПГ. Да, без СПГ. Без СПГ. У нас в этом году вырос объем поставок в Китай на 8 миллиардов кубометров. У нас чуточку прибавил Узбекистан. Кстати, что характерно, перестали давать данные как наши статистические службы, так и узбекистанские. Был договор 2,8 миллиарда кубометров. Была коротенькая такая строчка на сайте Министерства энергетики Узбекистана в декабре, что превысили уже 5 миллиардов. На то мы замолчали. Видимо, считают. Сколько? Ну, собираются довести где-то до 11-12, насколько я понимаю. Да, но это зависит от того, с какой скоростью Узбекистан сможет вложиться. И, опять же, была такая тихая фраза от министра энергетики Узбекистана о том, что он приглашает к работе на модернизацию газораспределительных сетей специалистов из Казахстана и из России. Там действительно объем более чем серьезный, на 400 миллионов, если в доллары пересчитывать, то есть там всем хватит работы. Как это аккуратно сейчас говорится на сайте, опять же, Министерства энергетики Узбекистана, для расширения возможности получения газа с севера. Откуда-то, да. Откуда-то с севера. Это так, отскакивая в сторону, мне очень нравится, есть такой газопровод
Я бы его назвал газопровод-отвод, это будет неправильно, но это так, это поиздеваться, если. От трансбалканского газопровода, и его описывают, что направление с запада на восток. Я думаю, погодите, как с запада на восток? Ну, как из Румынии в Молдавию, значит, с запада на восток. Значит, с запада на восток. Вот. Так и здесь. Ну, откуда-то с севера. Откуда-то с Кто, севера. где? Не иначе, как Казахстан. Кстати, Казахстан уверенно выполняет все обязательства по транзиту, зарабатывает на этом деньги. Я думаю, что деньги будет накапливать, чтобы еще немножечко тоже с севера что-нибудь дополучить. По поводу СПГ, в таком случае тут стоит, мне кажется, отдельно проговорить следующую мысль. В 24-м... Статистику, да? Статистику. Экспорт СПГ 47,2 миллиарда кубометров. Ну, в пересчете уже на обычное состояние. 8% роста год к году. Ну, это рекордные поставки, насколько я понимаю. Притом, год назад начали активно давить Арктик СПГ-2. И пошли разговоры о том, что ну все. Ну, Арктик СПГ-2 уже больше никогда не всплывет. Ну, судя по добавившимся объемам, видимо, всплыл хотя бы частично этот самый Арктик СПГ-2. Или это у нас Ямал с Сахалином вдруг неожиданно стали производить больше? Ну, у нас на полную мощность вышла компрессорная станция портовая среднетоннажная, но она вряд ли такую прибавку подала. Ну, у них в сумме где-то 2-2,5 миллиарда должно быть. Это, если вторую очередь выведут. Да. Так что вряд ли такая прибавка. Может быть, арктический каскад чего-то добавил, экспериментальная линия, там разные чудеса могут быть. Конечно, ходят слухи, что вот течения в Северном Ледовитом океане, они такие коварные, что танкер СПГ идет к одному берегу Аби, а его сносят к другому. Совершенно случайно из-за морских течений. А может так быть, что это какой-то норвежский танкер к нам прибил, и мы такие ха-ха-ха-ха-ха. Мог какой-нибудь белый медведь на себе приволочь. Ну, это легко, да. Ну, ладно, ирония иронией. Хорошо, исторический рекорд поставок, это здорово, но судьба Арктик СПГ-2 пока под некоторым вопросом, следим за ним. Ну, Надеемся на если лучшее. за ним следить, то в самом начале января успешно закончились испытания первого танкера-газовоза сильного ледового класса, сошедшего со стапелей судостроительного комплекса «Звезда». То есть, есть шанс на то, что и те 4, которые в этом году тоже планируются, после всех сносов вправо, тоже войдут в строй. А они предназначены совершенно конкретно под проект «Арктик СПГ-2». То есть, есть шансы, что 2025 год будет годом очередного рекорда поставок СПГ? Так, может быть, наша ирония по поводу 100 миллионов тонн окажется излишней? И хопа, 30-35 годы 100 миллионов тонн экспортируют. Дожить бы еще. Ну, на самом деле ситуация, конечно, получилась крайне забавная. У нас есть возможность производить очень холодную жидкость, но для того, чтобы ее хоть куда-то поставить, стакан отсутствует, поставить нечего. Так получилось. Кроме всевозможных, как там вот это, серый флот, темный флот, серо-буро-малиновый флот. Слово «черное» не используем, это не политкорректно. Вот какой-то он там... такой. Разные есть, но это ладно, это за ним охотятся, главное. Все бегают, все пытаются поймать. Ну, здесь какой момент? Я, опять же, периодически это вспомню еще раз, потому что, кто мне помешает? Борис не станет. В 2009 году я вот буквально своими ушами слышал призывы, притом призывы с очень высокой трибуны, а давайте мы на нашем северо-западе начнем производить танкеры-газовозы. Что вам для этого надо? Корабелы сказали, нам нужна реконструкция мощностей, потому что у нас сейчас вот тут не хватает, чтобы танкеры строить. Вот, давайте договариваться, давайте вы реконструкцию проведете, начнете нам строить, и, в общем, наши танкеры-газовозы начнут возить, что характерно, газ. ВОЗ на северо-западе и ныне там, хотя, казалось бы, сейчас, за последние 3 года можно было бы как минимум проговорить этот вопрос. Нельзя ли хотя бы в течение десятилетнего периода провести необходимую модернизацию и начать строительство судов-газовозов ледового класса? На тот момент, правда, разговор шел про, скажем так, стандартные газовозы, которые должны были обслуживать Штокман. Штокмановский проект сейчас в глубокой заморозке. Зато у нас есть проект Балтийского СПГ, там тоже усиленный ледовый класс не требуется. Кстати, в статье у господина Новака там написано, что 46% готовность этого проекта. Есть там СПГ, нет там сейчас СПГ, это науке неизвестно, но СПГ был предусмотрен первоначальным проектом. Если нас слышит кто-нибудь из жителей Усть-Луги, можете рассказать, что же там происходит. Напомню, что на этой площадке может быть, это... одновременно строятся 3
газовых заводах, газоперерабатывающие заводы, газохимические кластеры, Балтийские СПГ. Масштабнейшая стройка, одна площадка, предусматривалось, разумеется, расширение портовых мощностей, новые железнодорожные ветки. Ну, вот как-то новостей оттуда нет, видимо, туман войны все скрыл. Не, ну, с 24 года как бы новости стали появляться, опять же, ну, в довольно авторитетной вот этой статье даже какие-то данные приведены, но данные общего характера, однако, ну, это нам говорит о том, что работы ведутся. Летом данные, которые глава «Газпрома» озвучивал, были более скромные, так, чуть более трети, мы вот подготовили уже 46%. Процесс идет. Для понимания, кстати, что это вообще за история, это завод, который будет комплекс газоперерабатывающий, который будет вторым по величине в мире, как отмечается, и он будет перерабатывать 45 миллиардов кубических метров. Заткнув тем самым за пояс дальневосточный проект, где каких-то 42 миллиарда кубов. Вообще ни о чем. Вообще Просто ни о чем. Ну, кстати, смех смехом, Оренбургский НПЗ в 80-е годы выходил как раз на показатель 42 миллиарда кубов, сейчас там меньше, порядка 30, по-моему, 8. Но вот в какой-то момент Оренбург был прям мировой топ по объемам производства, сейчас скромнее, но, опять же, эти скромные объемы – это один из крупнейших заводов на планете Земля. Потом будет вот Амурский ГПЗ, и когда будет построен комплекс на северо-западе, вот... Оренбург по центру, эти двое справа-слева немножечко... Не, он на третьем месте теперь, да. Не, я говорю, если смотреть на карту. Оренбург по центру, эти двое слева-справа его немножечко. Да. Единственное, что, конечно, газоперерабатывающий завод в городе Свободном, это еще и гелий, это немножечко усиливает его позиции. Если он действительно выйдет на 100% мощности, это, по-моему, 40% мирового рынка, но вряд ли он это будет делать, потому что есть риск того, что обрушит тем самым цены. Вообще, мне нравится рынок гелия тем, что рынок гелия по одним показателям 160 миллионов кубических метров, по другим оценкам 190 миллионов кубических метров. Нет, если с природным газом сравнивать, то понятно, что, господи, вот эти миллионы туда, миллионы сюда, это чисто статистическая погрешность. Но как-то, когда смотришь на конкретный рынок, такая статистическая погрешность тебя начинает невольно смущать. Но мощность максимальная Амурского ГПЗ, да, 60 миллионов кубов. Ну и просто обратить внимание, что кубометр гелия – это приблизительно по ценам 50 кубометров природного газа. Где-то такое. Ну, сейчас, наверное, 20. Ну, хотя смотря какой гелий. Да, тут ладно, не будем. В общем, он на порядок, в десятки раз дороже. Вот давайте так. Заметим. На порядок. Ну, на порядок там раз в 20, в отдельные периоды было в 30. В общем, не суть, гораздо-гораздо дороже. По СПГ мы вроде прошлись, по газу прошлись. Ну, давай очень коротко, потому что после минувшего года говорить об угле можно или хорошо, или коротко. Так, собственно, добыча вроде выросла. Добыча вроде выросла на 1%, 443 миллиона тонн. Вроде бы все в порядке. И немножечко снизился объем экспорта, 196,2 миллиона тонн, минус 8% год к году. И, опять же, результаты известны. Под руководством Александра Валентиновича Новака у нас ежемесячно будет заседать кризисный штаб. То есть вещи стали называть своими именами. Кризис у нас в угольной отрасли. У нас одновременно сложилось все, и падение цен на мировом рынке, и присоединение РЖД к антироссийским санкциям, и многие другие вопросы, я бы так сказал. Можно как-нибудь характеризовать по-другому РЖД, но напомню, что в прошлом году удалось завершить второй этап расширения Восточного полигона. Объем грузоперевозок теперь максимальный 188 миллионов тонн, поэтому показатели год к году минус 5%. Для чего вкладываются деньги, мне, например, не очень понятно. Мы вкладываем деньги для того, чтобы расширить провозные возможности, и сокращаем провоз. Нормально. Будем надеяться, что кто-нибудь из РЖД придет, объяснит, скажет: ребята, что вы не понимаете, это все вот по такой-то причине. И причину объяснит. Мы, если что, открыты к диалогу. Я уверен, Борис с удовольствием позадает вопросы. Мы готовы выслушать ответы. В общем, пожалуйста. Возникает некоторое недоумение, совершенно справедливое, когда вы видите статистику. Результат. Нет, может быть, скажут, но это угольщики просто недопоставили.
Угольщики могут в ответ сказать такое, что мы даже записать не Не-не-не, сможем, у нас нет. будут сложности. А у нас есть специально обученные люди, которые, если что, на монтаже поставят утиное кряканье, там комариный писк, что угодно, вместо вот того, что тогда вы получится, говорите. что мы с представителями угольных компаний поздоровались, задали один вопрос и сразу попрощались. Потому что то, что происходит, на этот год договор о минимальном объеме вывоза подписан только с Кемеровской областью, остальные не успели, значит, опоздали. У нас, в общем, будем смотреть за действиями этого кризисного штаба, надеюсь, что что-то да получится. Пока отрасль в глубоком минусе по итогам года, и спасает только то, что в 2023 году был очень весомый плюс. Ну, у нас, я так понимаю, все-таки внутренний спрос. За счет чего у нас, получается, внутренний спрос вырос? Если экспорт упал, добыча выросла. У нас немножечко увеличились угольные мощности. У нас немножечко больше угля стало потреблять население, как ни странно, это тоже учитывается нашей замечательной статистикой. То есть какие-то сдвиги есть. У нас даже работает, как известно, секция угля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Они вроде обещали себя переименовать, чтобы мы больше не занимались вот этой скороговоркой. Можно просто биржа. Питерская биржа. На самом деле там секция введена, потихонечку налаживается торговля, не сказать, что очень быстро, но с другой стороны, чего ради педалировать вызовет какие-нибудь перекосы, лучше потихонечку свои миллионы тонн будет собирать. Ну, давайте я, наверное, вот пару слов скажу, а почему вообще проблема угля значима для страны, почему там Минэнерго как-то переживает. Потому что проблема угля – это проблема не только энергоносителей, не только финансовых результатов отдельных компаний. У нас это бизнес абсолютно частный, за настолько мизерным исключением, что вот его можно не учитывать. Казалось бы, это их проблемы. Но проблема на самом деле в том, что проблема угля – это проблема социальная. У нас есть моногорода, которые буквально живут за счет того, что вот здесь добывается уголь, вот там есть электростанция, на которую этот уголь поставляется, еще какие-то объемы идут на экспорт. Если какие-то проблемы с экспортными поставками, значит, снижается общая добыча здесь, значит, у людей возникают некоторые проблемы. Притом сама по себе проблема социального характера понималось еще во второй половине десятых годов, откуда вообще возникла идея восточного полигона, что надо бы как-то в условиях, когда Европа говорит, она тогда уже говорила в десятых годах, что мы будем отказываться от угля, мы будем закрывать угольные электростанции, значит, это направление поставок исчезнет до 30-го года, к 30-му году, и к этому моменту надо быть готовыми развернуться на восток. Когда же возник проект Северного широтного хода, он ушел вправо, потому что РЖД не желает сейчас этим заниматься. В 2011 году в присутствии премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина и министра по ЧС Сергея Шойгу в торжественной обстановке был вбит золотой костыль в железную дорогу Кызыл-Курагино. Черт с ней с дорогой, РЖД, верните хотя бы золотой костыль. Ну, и целый ряд других проектов, в которые тоже вбили. Есть, по-моему, была какая-то беседа, ну, ладно, это отдельно вспомним, там как-то железная дорога Сталина, как вот это называлось, ну, ладно, отдельно поговорим или... Я думаю, что по углю можно разговаривать долго, какую-то отдельную передачу надо делать. Я уверен, что в скором времени появится текст энергетической стратегии на период до 2050 года. Мы опять увидим там текст про глубокую переработку угля, про газовую химию, еще что-нибудь увидим. Может быть, когда-нибудь не мы, так наши дети или внуки увидят еще и действительно глубокую переработку угля. А пока мы увидим очередную порцию строк. Они присутствуют и в ныне действующей стратегии до 30-го года, ну и так далее. Ну, думать все равно надо о хорошем, планировать как-то. Планируй недостижимое, и тогда ты получишь, если честно, другое удивляет. У нас в стране есть опыт, как добиться глубокой переработки. Нефтяники. Хотите налоговые льготы? Да. Обеспечьте экологически чистые классы топлива. Хорошо, сказали нефтяники, и пошли. Что мешает ровно такой же текст адресовать угольнодобывающим компаниям? Вы хотите, чтобы мы увозили ваш уголь? Вот ваша квота, но мы хотим видеть предприятие, которое будет заниматься химической переработкой угля. Ну, вот алгоритм-то тот же. Казалось бы. Как мне кажется, здесь не очевиден рынок сбыта продукции этой глубокой переработки, и поэтому надо сейчас вложить деньги, а результат
кому мы это будем продавать, где мы это будем продавать. То есть, если бы мы видели хотя бы какие-то поползновения в стиле «давайте вот мы такой-то проект запустим, дайте нам льготы», ну, это можно было бы отталкиваться от чего-то. А просто предлагать льготы куда? Ну, вывести, наверное, проще. Ну, встретились два одиночества. Государство, которое считает, что углем заниматься не надо, лишь бы они социальную функцию выполняли, и около 190 частных угольных компаний, которые, собственно говоря, даже ассоциацию угольных компаний пока создать не смогли. Вот, ну, и в общем, уголь – это грустная тема. У нас есть веселая тема повеселее. С бачку стоит РЖД. Ну, я думаю, мы сейчас пробежались по двум вариантам углеводородов. Твердый, газообразный. Предлагаю отдельно поговорить о нефти, нефтепереработке и всему, что с этим комплексом связано. Тоже отдельная большая тема.